Друзья, у нас сегодня будет самый необычный обзор из всех, что вы могли видеть на нашем канале. Меня зовут Марина, вы на канале Дамлекс Realty. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, комментируйте. Особенно комментируйте тот объект, который вы увидите сегодня. А теперь поехали. За моей спиной находится дом, который родился в 19 веке, пережил 20 и встретил 21 век. И сегодня я приглашаю вас прогуляться по этому удивительному особняку. Этот дом много пережил, но я думаю, что самая интересная история у него еще впереди. А теперь давайте откроем эту дверь. Я знаю, что многие из вас, гуляя по Барселоне и по Испании, видя вот эти ручки, и эти массивные старинные двери, у вас у каждого возникало желание открыть их и посмотреть, что же за этими дверьми. И сегодня у вас есть такая возможность. Пойдемте. Меня всегда одолевает любопытство увидеть, что за этими дверьми, потому что в силу своей профессии я знаю, что, как правило, за ними скрыто все самое интересное. Итак, мы с вами у входа. Очень красивый и интересный особняк. В этом доме очень много деталей, которые заслуживают внимания. И, конечно же, я не могу пройти мимо этой входной двери, которая, с моей точки зрения, произведение искусства. И удивительно то, как раньше люди украшали свой быт, не опираясь на общественное мнение. Ведь эту дверь видели только собственники дома и те гости, которые к ним приходили. Потому что, как вы уже знаете, от улицы нас отделяет еще другая дверь. Представляете, какая роскошная дверь. Недавно я увидела пост одного дизайнера, который начинался так. Испанского, в общем, дизайнера. Что с нами случилось? Почему мы ушли от красоты в обычный, по-русски это в обычный примитивизм, так это можно обрисовать. И ведь это действительно так, наши здания стали безликими, наши дома похожие друг на друга как один. Нам нравится вот этот хай-тек, коробки. Посмотрите, какой дом. И не привези я вас сюда, вы бы никогда не знали, что где-то в 20 минутах езды от побережья Коста-Браво можно найти вот такое произведение искусства. И я сейчас говорю не про дверь, а про дом в целом. И давайте прогуляемся по нему. И сейчас я сделаю то, что я сделала нашему оператору, когда мы только пришли в дом, и он осматривал его для съемки. А я сделала именно вот так. Закрываем глаза. И теперь вы посмотрите, какая библиотека. А высота потолков. Мне кажется, из всех домов и квартиры, которые я вам показывала, это самые высокие и впечатляющие потолки. Какая роспись! Это, кстати, арт-деко. Я уже вижу вот по этим цветам их в арт-деко как раз, то есть это получается у нас начало 20 века. Скорее всего, лепка вокруг люстры, может быть, и нет. А вот этот узор арт-деко. Здесь все из натуральных материалов. Мебель из дерева, окна из натурального дерева. А посмотрите, какие, да? Тоже отсылает нас, кто нас внимательно смотрит. В массиях, старых замках всегда были такие скамеечки для стражников, для охранников возле окон. Здесь такой отсыл к еще более старым постройкам Испании. При этом окна у нас здесь не маленькие, да, для особняка, который родился в 19 веке. Здесь достаточно большие окна. Я так давно не видела домашних библиотек, потому что мы все ходим сейчас вот с этим и с планшетами. И, для книжного червя, которым являюсь я, это просто вау. Целая библиотека. Но видите, эта библиотека использовалась еще и как музыкальная комната, потому что и хочется сделать
так. Да? И плавно перейти в гостиную, столовую. Этот дом имеет большой потенциал. Его можно использовать по-разному. Это может быть семейный дом, как и у собственников, которые жили перед этим. Здесь жила семья. Можно использовать под отель, бутик-отель, как сам дом, так и чуть позже я вам покажу, расскажу, можно достроить еще 20 номеров. Так как это центр городка, конечно же, отель, и как это видит мэрия, даст очень большой потенциал этому городу. Но здесь можно зарабатывать очень хорошие деньги на другом виде бизнеса. А на каком, я вам скажу чуть позже, в процессе нашего просмотра дома. В этом доме, так как я в последнее время увлеклась антиквариатом, это, конечно, не предмет моих мечтаний, но, например, мой муж, который очень увлекается фотографией, вы посмотрите, какие тут экземпляры. А вот это явно коллекционные штуки. В общем, друзья мои, тут помимо самого дома можно зависнуть очень надолго, изучая все те предметы, которые здесь есть. Возвращаемся от антикварных фотоаппаратов к тому, зачем мы сюда пришли. А пришли мы с вами посмотреть на этот прекрасный особняк. Посмотрите, какие классные площади. Да, то есть для дома, повторяю, он был построен в 19 веке. Как люди тогда умели ценить пространство. Понятное дело, это строил не бедный человек, потому что и в те времена это была центральная часть города, и мы прекрасно понимаем, что строил этот человек состоятельный для своей состоятельной семьи. Столовая зона, и к ней примыкает кухня. Мы чуть позже в кухню пройдем, сейчас я вас приглашаю на террасу. Мы находимся в центре городка, на его центральной площади, называется площадь Каталонии. И представьте, в центре города у вас вот такой кусок земли. Здесь можно, вот это здание впереди нас, оно тоже является частью владения. И тут можно построить новое здание на 20 номеров. Но, как я вам обещала, чуть позже я вам расскажу, как я вижу использование этого здания и всего его потенциала для максимальной прибыли. Поэтому смотрите до конца. У вас есть возможность поставить бассейн. Прекрасно, тут у вас будет бассейн. Тихая, очень тихая улица, при этом вы на центральной площади города. И хочу показать вам вот эти узоры по зданию. Очень нетипичные для Испании, казалось бы, потому что здесь у нас зайцы-кролики. И вы скажете, но при чем же здесь кролики? Мы в Испании, южная тропическая страна. Но по одной из версий Испания переводилась раньше, Испания, как страна кроликов, потому что здесь их действительно очень много, и осталось очень много. И смотрите, вот на этой террасе, что опять же продумано было хорошо, мы здесь можем обедать, завтракать, потому что у нас есть выход из кухни. Там закрыто. Пойдемте с другой стороны на кухню. Посмотрите, каких классных размеров кухня. Но для тех-то времен это просто шедеврально. Здесь у нас ключа нету, я поэтому не могу вам открыть, но вы видите, да, у нас терраса. Перед вами здание площадью более 704 квадратных метров с лифтом и просторными комнатами. До Жирона отсюда около 20 минут на автомобиле. До побережья Коста-Браво и пляжа Плая-Даро 15-20 минут. Всего в нескольких минутах находится железнодорожная станция в Кальдес-де-Малавея, откуда есть прямое сообщение с Жироной и Барселоной. До станции можно добраться примерно за 10 минут на автомобиле.
И еще здесь есть один важный момент. Рядом расположен городок Кальдес-де-Малавея, один из самых известных термальных курортов Каталонии, знаменитый своими минеральными и термальными источниками еще со времен Древнего Рима. Поэтому речь идет не просто о центре небольшого каталонского города. Мы находимся в одном из самых комфортных районов провинции Жирона с хорошей транспортной доступностью, мягким климатом и развитой инфраструктурой для жизни и оздоровления. Обратите внимание, какие здесь двери. Вообще, здесь все очень качественно. И ребята из нашей команды, когда попали в этот дом, вот только что мне сказали, что они даже не могли предположить, что может быть настолько качественный старый дом. И это отсылает меня к вопросу, на который я недавно ответила, что бы я предпочла, новостройку или квартиру 70-х, 80-х годов. Так вот, я ответила уже на этот вопрос, но я немножко его подкорректирую. Я бы выбрала или дом, или квартиру, конечно, вот какого-то такого плана. Я не говорю про место. Место большинству из вас не понравится. Я это знаю. Я про качество постройки. Вот посмотрите, как строили. Посмотрите, межкомнатная стена. Вот это между гостиной и столовой. Вот сейчас вам в новостройке, тем, кто любит новостройки, меня все время спрашивают про новостройки, у вас будет вот такой толщины стеночка. Ну хорошо, пусть даже в половину. И эта стеночка у вас будет сделана из 2 слоев гипсокартона, куда внутрь зальют вам пену. И от этого у вас в домах, помимо слышимости высокой, еще и влажность. А эти дома, они как термосы. Вот мы зашли в дом, здесь никто не жил, на улице плюс, я не знаю, 37, наверное, а в доме прохладно и выключены кондиционеры. А в доме хорошо. Я все тянула интригу. Все-таки я вам прямо сейчас покажу. А, нет, вот мне оператор говорит, что надо еще потянуть. Окей, давайте. Итак, у нас здесь отсек для лифта и гостевой санузел. Представляете, как удобно, как прикольно. Все в одном месте, все аккуратненько. Вообще, браво тому, кто делал реконструкцию этого дома. Вы же понимаете, что в конце 19 века лифтов не было. Ну, как все продумано. Из такого же дерева, как двери, у нас тут встроенные шкафы. Я здесь уже присмотрела кое-какие вещи. Мне прям хочется хозяину сказать, что если ему это будет не нужно, пусть отдаст мне или продаст. Ну, а теперь моя прелесть. Вы посмотрите на это произведение искусства. Я не знаю, сколько это может стоить сейчас. Это все из дерева. Во-первых, пойдите найдите такого мастера, который вам сделает. Вы посмотрите, вот это все. Это... Да, слушайте, я вам хочу сказать вот что. Даже забудем про лестницу. Посмотрите на этот полукруг. Как здесь идеально сделан плинтус из дерева. Понимаете, у нас сейчас некоторые современные мастера по прямой плинтус криво кладут. Поставить вот им такую задачу. Но мне кажется, из 100, 5 выполнят. Я хочу такую же. Здесь столько деталей. Вы посмотрите, как это все проработано, как это сделано. А мало того, это еще и в великолепном состоянии. Нет никаких сколов, трещин. И она прослужит еще не 1 век. Выдержит любой шторм. Нас не будет, а он будет стоять. Я забыла вам показать комнату, которая находится при входе. Главный вход за этой стеной. Она может быть для прислуги, может использоваться как гардеробная. Да, у нас у современных людей барахла много, где-то надо раздеваться, вот здесь можно сделать гардеробную. Так как это самый центр, у нас здесь есть все рядом магазины, рестораны, напротив банк. И прямо напротив дома въезд в подземный современный паркинг. То есть с парковкой никаких проблем не возникнет. Я предлагаю проинспектировать верхние этажи, а потом мы спустимся вниз. И да, я вам обещала рассказать, каким же я вижу применение этого дома. Здесь и на это есть предписание, то есть можно спокойно оформить, и есть лицензия. Нужно открывать дом престарелых. Кого-то из вас, кто слушает меня, наверняка приведет такое
А такая рекомендация в ужас, потому что мы не привыкли к этому. Но в Европе, поверьте, люди пожилого возраста сами иногда уезжают в дома престарелых, потому что они хотят хороший уход, чтобы медики всегда были под боком и не быть обузой для своих родных. А у некоторых родных нет. Дома престарелых в Испании – это не то, что вы рисуете себе в голове, там ужасные, где издеваются над стариками. Здесь некоторые дома престарелых выглядят как пятизвездочный отель суперлюкс. Поэтому здесь я вижу большой потенциал. Почему? Пока мы переходим в другую комнату, я вам расскажу. Во-первых, в Испании на сегодняшний день нехватка в домах престарелых уже составляет 100 тысяч единиц по Испании. В данном муниципалитете острая нехватка подобного сервиса. И вообще в целом на побережье Коста-Браво нет хороших домов престарелых. Дома престарелых будут все больше и больше пользоваться спросом, потому что население Европы и мира стареет. Медицина приводит к тому, что мы живем дольше. Соответственно, нам надо где-то жить. Не у всех, повторяю, есть родственники или у родственников нет возможности ухаживать за нами в старости. Они вынуждены будут работать для того, чтобы содержать нас, стариков. Поэтому, по оценкам специалистов, к 2050 году 36% населения Испании будут старше 65 лет, а это более трети населения. Поэтому необходимость в такого рода сервисе будет еще выше. Уже на сегодняшний день дома престарелых приносят стабильно, если просто вы сдаете в какому-то оператору, приносят в районе 8-10% годовых. В хорошем месте, хороший объект и при грамотном использовании. Это не все дома престарелых. Можно купить дом престарелых и прогореть. Это должно быть в хорошем месте, там действительно пользуются спросом. И самое главное, этот дом престарелых должен соответствовать современным требованиям, а люди взыскательные хотят хороший сервис. Так вот, здесь, с моей точки зрения, если вложиться, построить еще дополнительно, представьте, 20 номеров, здесь сделать более люксовые номера, внизу административная какая-то часть. Есть место, где расположить какие-то медицинские центры. Плюс, я уже сказала, что мы находимся от Кальдес де Малавея, нас 10 минут на машине отделяет. Там термальные источники. Мы все знаем, что термальными источниками лечились еще в Древнем Риме. И рядом пляж, рядом море, городок тихий, спокойный. Без туризма массового, без шумных дискотек. То, что и нужно пожилым людям. Тишина, покой. Поэтому, с моей точки зрения, локация для этого бизнеса топовая. Как отель, я это не вижу. Я вас обманывать и врать вам не буду. А вот как дом для престарелых, это просто в десятку. Если вам это интересно, пишите. Я поделюсь с вами моим видением не только по этому объекту, но и по другим зонам, потому что тема очень интересная. Это бизнес на долгие годы. И если его грамотно выстроить, с грамотным бизнес-планом, мы задержались немножко в этой комнате, это был главный сюит, переходим в гардеробную, мы поднялись на второй этаж, а высота потолков все такая же впечатляющая. И из гардеробной, представляете, какое было классное решение по тем временам сделать вот такой свет в потолке. Ну, очень классно. И ванна. Кто говорит, что испанцы не знают, что такое травертино? Они знают, что такое травертино. Просто дело в том, что травертино использовали в отделке лет так цать назад. Сейчас испанцы ушли от этого. Вот вам травертино. В ванной комнате, весь туалет, вот все вокруг ванны, это все травертино. Я думаю, что ремонт здесь был года 80-е. 80-е, может быть, начало 90-х. Это то время, когда как раз-таки в Испании активно использовали травертин и мрамор. Как это все классно смотрится, какая форма, это было вау, а сам кран. Я таких не видела никогда. Понятное дело, что это сейчас все морально устарело, но представляете, как это выглядело в те времена. Даже сейчас эта раковина смотрится очень необычно. А тогда, мне кажется, это был просто...
Еще одна душевая, санузел с душевой. И мы видим по игрушкам. Вот эти игрушки тоже какие-то папье-маше. Наверняка тоже какие-нибудь уже раритетные. Вот видите, медведь Робин Гуд. Очень прикольно, кстати. Ой, я люблю плюшевые игрушки. Здесь явно была детская комната. Это и так понятно, можно не говорить. И детская комната была со своим собственным балконом. Здесь очень хорошая, теплая атмосфера в этом доме, несмотря на то, что дом у нас не у моря. Я вам столько говорила про центральную площадь. Кто видел из вас вот такую систему испанских жалюзи? Это как раз вот чисто родное испанское. Сейчас их не используют, но в старых домах, как вы видите, еще остались. Посмотрите, какая красота. А вот и паркинг, про который я вам рассказывала. И смотрите, напротив нас мэрия города, музыкальная школа, справа Кайшабанк, Сантандер, магазин очков. Под нами есть кафешки. Если нравится лотерея, даже можно лотерейные билеты купить. А вот там вот уголок, это все зона аутлетов. Массимо Дутти аутлет вот здесь находится. Круглый год скидки. И теперь таким же образом... Опа! И закрыли. Так, мы здесь свет не включили. Я что, сразу прибежала к окну. Но эту комнату вы уже видели. Там отсек для гардеробной. Идем дальше. Еще один санузел и еще одна спальня. Я туда не пойду, потому что там очень много вещей. Предлагаю подняться наверх. Ну, лестница это, конечно. А вы посмотрите, как эта лестница заканчивается. Мы находимся с вами на Буардие. Это у нас верхний этаж. Буардие это по-нашему мансарда. Тут крыша, видите, покатая, срезанные у нас комнаты получаются. О, а что это у нас? Это для чего? Я знаю, это, наверное, раньше вот так вот висело. Ой, смотрите, какая раковинка. Тут зеркало стояло. Вот оно и есть. Зеркало есть. Вот оно как должно быть. Это верхняя часть. Во всем доме прекраснейший паркет. Его отциклевать, привести его в порядок, он прослужит еще много-много лет. Санузел с ванной и еще одна комната. По факту это может быть комната для какого-нибудь ребенка. Точно такая же комната у нас здесь с санузлом. И еще одна комната. Боже, тут такой стол. То, что около стен ставят. Ну, типа комод. Но это не комод. И есть еще один уровень, на который мы с вами, к сожалению, не попадем. Туда доступ только на лифте. Но лифт сейчас отключен из соображений технической безопасности, потому что для того, чтобы подключать лифт, в доме должен быть обязательно интернет. Так как тут не живут, интернета нет, и лифт отключили. Наверх, вы увидите по фасаду, там у нас еще осталась башня смотровая и терраса там. Ну и нам осталось открыть для себя, что же за этой дверью спряталось. Тут, конечно, лестница у нас поскромнее, но я забыла сказать, тут везде первый этаж, и тут это мрамор натуральный. Тут помещение не очень такое привлекательное с точки зрения дизайна, но когда в доме есть такое помещение, это очень хорошо. Итак, это технический отсек. Как вы видите, да, технические раковины. Здесь можно было это использовать как раздевалку, а для чего вы узнаете потом. И, кстати говоря, здесь в доме есть система пылесоса по этажам. То есть вы подключаете шланг на каждом этаже, пропылесосили, весь мусор у вас вот собирается сюда. То есть для такого не нового дома
очень много технологичных вещей. А нет, это я вам покажу потом. Итак, комната отдыха, бильярд, игровые автоматы, каминная зона. И вуаля! Свой собственный бассейн. Кстати, забыла сказать, здесь еще есть свой депозит для воды, скважина, вернее, скважина для воды. И тут еще есть сауна. Причем, ну вот видите, здесь не любят сауны на новое. Прям вообще новое. Не знаю, может быть, и никогда и не пользовались. Возвращаемся в комнату отдыха. То есть вы поняли, да, на этом этаже у нас сауна, бассейн, каминный зал, бильярдная. Ну, конечно же, винная комната и барбекю. Все 33 удовольствия для жителей этого дома. И вот именно здесь, например, можно сделать какие-то, если возвращаясь к тому, что здесь можно сделать, если не отель, а отель я не рекомендую, дом престарелых, то вот эта вот вся зона, она может быть отдана либо тоже как комната отдыха, лифт сюда опускается, либо, может быть, здесь сделать какие-то как раз-таки медицинские кабинеты, массажные кабинеты. Тот, кто не сталкивался с такого рода центрами в Испании, объясняю, они все работают по принципу отелей. То есть всегда есть номера разного уровня, разной цены, есть суиты дорогие для более богатых пенсионеров, которые готовы за это платить. Кстати, буквально вчера, когда мы готовились к этому видео и разговорились как раз об этом здании, моя коллега сказала, что у нее сейчас есть продавец дома в Лорет-де-Мар, пожилая женщина, она продает свой дом, и на эти деньги где-то на Коста-дель-Соль в Андалусии она будет вкладываться в строительство небольшого домика на территории дома престарелых. То есть там концепция какая? Взяли землю, строят небольшие бунгало для стариков, они строят их на собственные деньги, потом они, скорее всего, там идут в часть в оплату проживания там, да, живут, когда они умирают, скорее всего, эти домики отходят уже самому дому престарелых. То есть удобно и владельцам, удобно и тем старикам, которые строят, но вот она сознательно продает свой дом, переезжает туда, потому что она не хочет жить в комнате, она хочет жить в доме, продолжать жить в доме, но под полным присмотром и с медицинским уходом. Операторы вообще зарабатывают в Европе до 22% от операционной прибыли. Да, то есть не от вложенных средств на построенное, а когда они уже от дохода за вычетом своих расходов. Вот, это очень хорошая рентабельность. Поэтому если вы способны сами управлять этим бизнесом, вы можете получать доходность значительно больше. Она может быть в районе, от вложенных средств, в районе 15%. Да, если вы купили, все привели в порядок, раскрутили. Вот, если вы сдаете оператору, у вас где-то будет 8%. В каждом населенном пункте есть свои топовые локации. Если у вас нет денег купить помещение на Пасео де Грасия в Барселоне, не нужно покупать абы где в Барселоне. Лучше купить в небольшом городе, но на самой центральной улице этого города. Тогда у вас будет просто супер инвестиция. Ошибка ваша в том, что вы стремитесь купить в Барселоне, денег не хватает, хорошо, купим где-нибудь там. Где-нибудь там, и получается, что деньги теряете. Арендаторов не можете найти. Ваш бизнес прогорает. Итак, я вроде бы все вам уже рассказала. Если у вас остались вопросы, пишите. Ссылку на данный объект с ценой, с подробным описанием, с метражами будет под этим роликом размещена. Ну а с вами была Марина, агентство Дамлекс Realty. И если вы хотите инвестировать так, чтобы потом об этом не пожалеть, вы знаете, куда обратиться. Я буду с вами прощаться. Пока-пока.